Ночь постепенно поглощает саванну, и с наступлением темноты львы, истинные хозяева этих просторов, пробуждаются для своего величественного вечера охоты. В отличие от дневного зноя, который вынуждает их прятаться в тени, ночь дарит им прохладу и преимущество невидимости. Вождь Прайда, могучий самец с густой гривой, первым выходит из укрытия. За ним следуют львицы, главные охотники семьи, беззвучно ступая лапами по высокому травяному покрову. Львы известны своей стратегической охотой. Они продумывают, как и где атаковать, чтобы обеспечить себе наилучший результат. Каждая львица в группе знает свою роль в этой драматической игре. Некоторые из них движутся в обход, чтобы захватить добычу в кольцо, в то время как другие остаются в укрытии, ожидая момент для решающего броска. Сегодня ночь обещает быть насыщенной. Вдалеке слышится тревожное блеяние антилоп. Их тонкие обоняния уловили присутствие опасности, но в темноте сложно определить источник угрозы. Поблизости от стада слышится шорох, и антилопы напрягаются, готовясь к бегству. Внезапно львы атакуют, быстрые и точные, они устремляются к своей добыче. В этой схватке на выживание каждый момент ценен. Одна из антилоп, отставшая от стада, становится целью, и охотники сосредотачивают все усилия на ней. Их грациозные движения в ночной саванне кажутся почти хореографией, где каждый шаг продуман до мельчайших деталей. Завтра животные снова будут налаживать свои силы, чтобы вести привычные дела, но сегодня ночь принадлежит львам. С каждым новым шагом в их ночь саванна раскрывает еще больше своих тайн и загадок. Впереди еще много событий, которые покажут, как другие обитатели этой земли проходят через свои ночные испытания. Броня тьмы. Носороги в условиях невидимой угрозы. Когда тьма полностью окутывает саванну, кажется, что жизнь замедляется, но это лишь иллюзия. Вдали от львиной охоты, на фоне теней и звуков ночи просыпаются носороги. Эти массивные гиганты, одетые в броню тьмы. Их толстая шкура, как натуральный панцирь, который защищает от веток и мелких хищников, но невидимые угрозы и опасности прячутся в самых неожиданных местах. Носороги предпочитают передвигаться в одиночку или небольшими группами. Их тихие шаги приглушены мягким песком саванны. Несмотря на свой кажущийся громоздкий вид, они обладают невероятной быстротой и маневренностью, когда это необходимо. В ночной саванне носороги начинают свой путь к водопоям, остерегаясь других обитателей, которые могут нести опасность. Их обостренное чувство обоняния помогает выявить присутствие потенциальных хищников или незваных гостей. Тем не менее, носороги часто сталкиваются с невидимыми угрозами, браконьерами. Человеческая жадность за рогами этих существ делает их особенно уязвимыми в темноте. Хотя носороги могут стоически выдержать физические атаки, они бессильны перед оружием, которое могут нести люди. Но даже перед лицом таких испытаний их инстинкты выживания остаются на высоком уровне. Вдруг вдалеке раздается выстрел. Тревожный сигнал для всего окружающего, включая самих носорогов. Они замирают на мгновение, вслушиваясь в окружающие звуки, прежде чем продолжить свое движение. Для них ночь — это не время для отдыха, а время для осторожности и самосохранения. И несмотря на все опасности, они продолжают жить, следуя своим древним путям сквозь ночную саванну. В этой тишине и неясности ночи еще многое предстоит увидеть и услышать. Теневые стратегии, как гиены завоевывают территорию. Пока носороги движутся своими древними путями, в сердце саванны начинают разворачиваться другие сцены. В тени ночи гиены, мастера теневых стратегий, уже наметили свои цели. Эти хитрые и настойчивые хищники известны своим умением командно действовать и превосходно координировать свои движения. Удивительно, но их стратегия завоевания территории начинается не с прямого нападения, а с аккуратного наблюдения. Гиены часто пользуются тактикой выжидания, наблюдая за ослабевающими или занятыми едой животными. Они выбирают моменты, когда другие хищники утомлены борьбой или же наслаждаются своей добычей. Группа гиен подкрадывается незаметно, используя густые тени ночи. Их координация и умение работать командой становятся очевидными. Одни отвлекают, в то время как другие заходят с фланга. Они знают, как использовать свои мощные челюсти и сильные лапы. Их цель — быстро и эффективно занять территорию и получить доступ к пище. Но ночь полна неожиданностей, и гиены готовы к любым изменениям. Если они встречают сопротивление, они не отступают, а ищут другие пути. Даже среди ночных охотников они выделяются своей готовностью адаптироваться и использовать любую возможность. С каждым шагом они продолжают укреплять свои позиции в саванне, превращая ночь в поле для своей стратегии. Их устойчивость и находчивость делают их одними из самых успешных ночных хищников. Итак, когда луна медленно скользит по небу, гиены продолжают свой беззвучный марш через саванну, оставляя за собой историю одной безупречно выполненной ночной кампании. Но в этом мире каждый шаг внимательно отслеживается, и каждый звук может иметь последствия, ведь в ночной саванне, как и в жизни, выживает сильнейший. Кажется, вдалеке беззвучно движется что-то огромное.
Возможно, это самые внушительные и скрытные существа саванны, которые готовы раскрыть свои секреты в тишине ночи. Звуки страха, музыка саванны под полной луной. Когда луна достигает зенита, саванна оживает в симфонии звуков, которые могут заставить сердце забиться быстрее. Это уникальная музыка саванны под полной луной, где каждый звук словно нота в огромной партитуре природы. В густой темноте шорохи и крики становятся живыми свидетельствами борьбы за выживание. Вдалеке можно услышать вой шакалов, старательно охраняющих свою территорию. Их голоса отчетливо вплетаются в ночную атмосферу, предупреждая других о своем присутствии. Но это не просто звуки животных, это уязвимые голоса, которые сообщают о том, кто здесь хозяин. По мере того, как ночь углубляется, начинают проявляться более тонкие ноты этой музыки. Попугаи и мелкие птицы, скрытые в густых ветвях, издают короткие пронзительные крики, оберегая свои гнезда от неожиданных гостей. Эти звуки перемежаются с низкими звуками барабанного биения, создаваемого ударами крупных крыльев ночных птиц, скрывающихся в тени кустарников. Саванна под полной луной — это настоящий концерт, исполненный невероятной энергией. Даже ветер, проходя сквозь высокую траву и листья деревьев, добавляет свою собственную мелодию, усиливая атмосферу. Однако самые тревожные звуки приходят отдаленно. Это рев львов, главных охотников, которые продолжают искать свою добычу. Он эхом раздается в ночи, наполняя разум первобытной тревогой и напоминанием о том, что в этой саванне выживает лишь сильнейший. В то время как все эти звуки погружаются в один великий хор, каждый из них несет в себе определение своих границ и территории, заявляя о жизни и смерти в этом уникальном театре ночи. Каждая нота в этой симфонии напоминает о том, что ночь в саванне — время действия, где каждая секунда ценной охоты или спасения. И пока звуки ночи продолжают раздаваться с разных сторон, новый обитатель уже готовится раскрыть свои секреты, прячась за завесой тьмы. Стражи сумрака. Секреты ночных слонов. Когда луна заливает саванну мягким серебристым светом, на сцену выходят слоны, величественные стражи сумрака. Их массивные силуэты, казалось бы, тяжело движутся по земле, но на самом деле они удивительно грациозны и незаметны. В ночной тишине их большие уши улавливают малейшие звуки, а хоботы, словно чувствительные датчики, скользят в воздухе, определяя направление ветра и местоположение воды. Слоны известны своей почти мистической способностью находить воду даже в самых негостеприимных местах. Эти массивные животные держатся в тесной компании, обеспечивая безопасность друг друга. Матриарх, как опытный лидер, направляет стадо к тем местам, где они могут найти как воду, так и пищу. Время от времени они замирают в тишине, прислушиваясь к окружающим звукам, которые могут предупредить об опасности. Их шаги приглушены мягкими подушечками ног, что позволяет им практически бесшумно перемещаться. Ночные слоны — это хранители мудрости, передающиеся через века. Они часто посещают одни и те же маршруты, следуя древним путям, которые, возможно, помнят еще их предки. Несмотря на их размеры, слоны проявляют удивительную осторожность, избегая шумных действий и стараясь оставаться в тени. Их ночные походы — это время исследования и укрепления связей внутри стада. Под мерцающими звездами слоны продолжают свое путешествие, шепча свои секреты только им ведомому миру. Они понимают, что в ночной саванне каждый звук и движение могут повлиять на их судьбу. И хотя ночь полна загадок, их мудрость и инстинкты помогают преодолевать любые испытания. В этой игре выживания они не просто выживают, но и процветают, оставляя за собой вековые следы в песке саванны. Но в ночи, где каждый момент ценен, впереди всегда скрываются новые приключения и открытия, готовые раскрыть свои тайны самым смелым. Мастера маскировки. Леопарды на охоте. Когда ночь полностью окутывает саванну, на сцену выходят леопарды, истинные мастера маскировки. Их пятнистая шкура идеально сливается с игрой света и теней, что позволяет им практически незаметно приближаться к своей добыче. Эти ночные охотники предпочитают действовать в одиночку, полагаясь на свою хитрость и невероятное умение растворяться в окружении. В отличие от более крупных хищников, леопарды полагаются на скрытность и стремительность. Их атаки быстры и молниеносны. Леопарды тщательно обдумывают каждое движение, следуя за потенциальной жертвой с беззвучной грацией. Они выбирают жертву, которая выглядит ослабленной или уязвимой в ночи. Каждый шаг рассчитан, каждое движение точно, каждая минута приближает их к цели. Эти хищники могут терпеливо прятаться в засаде, пока не наступит решающий момент. И когда он приходит, леопард реагирует мгновенно, взрываясь яростной энергией, чтобы схватить свою жертву. Их ночь полна испытаний, но и возможностей. Леопарды умеют проявлять невероятную изобретательность в поиске пищи.
На просторах саванны они не боятся использовать деревья в своих интересах. Не раз их можно увидеть отдыхавшими на ветвях, а иногда они даже прячут добычу, чтобы уберечь ее от других хищников. Их хватка сильна, а ловкость позволяет быстро скрыться в густых зарослях, оставляя противника в недоумении. В темноте, когда другие только начинают свою охоту, леопарды уже возвращаются к своим убежищам, уверенные в своей удаче и мастерстве. Под светом луны они остаются самыми загадочными и скрытными существами, продолжая свое путешествие по ночной саванне. В этом мире, где каждый момент может стать решающим, выживание зависит от мастерства и способности использовать каждый шанс. Впереди всегда есть новые цели и испытания, ожидающие самых опытных охотников этой таинственной ночи. Невидимые войны. Битва среди нас. Пока свет луны мягко ложится на саванну, скрытые от глаз человеческих, разворачиваются настоящие битвы. Невидимые воины, насекомые, начинают свою ночную кампанию. Каждое движение травинки может оказаться частью сражения, ведь их армия огромна и разнообразна. Сверчки, муравьи, жуки– все они в своей постоянной борьбе за ресурсы и территорию. В темноте их мельчайшие движения приобретают невероятную значимость. Сверчки включаются в ночную симфонию, увеличивая свой ареал через звуковые импульсы, которые отпугивают конкурентов. Эти создания выбирают момент для атаки с особой точностью, дожидаясь, когда враг потеряет бдительность. В то же время муравьи организованно выдвигаются на поиск пищи, оставляя за собой четкие маркеры на земле для остальных членов колонии. Их походы напоминают военные кампании, где каждая задача явно распределена и продумана. Однако в этой густонаселенной ночной среде есть и более серьезные противники. Местные пауки строят свои сети, дожидаясь, когда кто-нибудь попадет в их ловушку. Внезапное движение в воздухе, и вот жертва уже борется в цепких нитях, которые так искусно переплетают эти мастера охоты. Сражение всегда происходит молниеносно, и каждый миг может оказаться последним. Между тем, на краю саванны, ближе к воде, комары начинают свой непрерывный поиск крови. Их жужжание– один из самых раздражающих звуков ночи, но даже они– часть этого великого ночного цикла. Все они невидимые воины, зависящие друг от друга в этом тонком мире равновесия. В этой битве среди нас они продолжают свою ночную кампанию, демонстрируя истинное мастерство выживания в каждом движении и каждый момент, готовясь к следующему дню борьбы. Летучие разбойники, ночные приключения летучих мышей. Когда ночь полностью овладевает саванной и воздух становится свежим и прохладным, на сцену выходят летучие мыши, настоящие мастера ночного неба. Временами их можно увидеть лишь как темные силуэты, мелькающие между звездами, и сразу исчезающие в густой темноте. Эти удивительные создания обладают уникальными навигационными способностями благодаря эхолокации. Они издают ультразвуковые сигналы, которые отражаются от объектов и возвращаются к ним, помогая избежать столкновений и быстро находить добычу. Летучие мыши выходят на охоту группами, создавая впечатление беспорядочного полета, хотя за этим скрывается великолепная координация. Они охотятся на насекомых, которые в изобилии появляются ночью, и делают это с поразительной точностью. Их маневренность позволяет им ловко обходить препятствия и мгновенно менять направление полета. В оживленных земляных водоемах, где комары скрываются в травах, летучие мыши становятся настоящими героями ночи, сокращая популяции этих мелких вредителей. В этих ночных приключениях они зачастую сталкиваются с рисками. Совы и другие ночные хищники могут попытаться поймать их на лету, поэтому летучие мыши должны быть всегда начеку. Они обладают почти потусторонними рефлексами, которые позволяют им избегать столкновений и обмануть своих преследователей. Время от времени они останавливаются на отдых там в пещерах или на ветвях деревьев, где могут спокойно переваривать пищу и набираться сил для новой охоты. Летучие мыши– непревзойденные акробаты ночного мира, которые уносят с собой часть его тайн каждую ночь. Несмотря на свою небольшую величину, они играют значительную роль в поддержании экосистемного баланса, контролируя численность насекомых и служа пищей для других животных. Их ночные путешествия– это иллюстрация невероятной силы и выносливости, необходимых для выживания в мире, где каждый звук и движение имеют значение. И как только заря начинает озарять горизонт, эти летучие разбойники возвращаются в свои укрытия, оставляя за собой лишь шепот прошедшей ночи. Светлячки и саранча. Танец света в темноте. Когда саванна окутывается густой тьмой и луна лишь слегка освещает горизонт, начинается необычный танец света– представление светлячков и саранчи. Эти крошечные существа создают природную симфонию света, привнося свою магию в ночную жизнь африканской саванны. Светлячки, словно миниатюрные звезды, роящимися скоплениями исполняют свою удивительную хореографию.
Их биолюминесценция — это язык, с помощью которого они привлекают партнеров и сообщают о своей территории. В этой мерцающей игре каждое движение исполнено точности и синхронности, словно они следуют за невидимым дирижером. Тем временем внизу саранча восстанавливается от дневного зноя и начинает свое ночное путешествие. Они мигрируют большими группами, создавая шумный шорох, когда они прокладывают себе путь через высокие травы. Эти ночные вояжи саранчи представляют собой сложные коллективные движения, в которых каждая особь инстинктивно знает свое место. Впечатляющая координация помогает им избегать хищников и находить новые пастбища. Когда светлячки и саранча пересекаются в одном пространстве, происходит удивительное зрелище. Мерцающие огоньки вспыхивают и гаснут среди движущейся массы, создавая живую картину, которая завораживает всех тех, кто достаточно храбр, чтобы наблюдать за ночной жизнью саванны. В этой плотной ткани природы каждый световой сигнал и каждое движение саранчи напоминают о сложной сети жизни, где каждый элемент играет важную роль в поддержании экосистемы. По мере того, как ночь движется к концу, светлячки угасают, а саранча прячется и замирает, погружаясь в покой до наступления нового дня. Этот танец света и движения — неотъемлемая часть мира, где даже самые маленькие существа показывают свою силу и красоту, подтверждая, что природа полна чудес и неожиданностей, которые можно увидеть только в темноте. Паутина опасности — мир насекомых после заката. С приближением полуночи саванна заполняется новым видом обитателей — насекомыми, которые начинают проявлять свою активность. Это мир, где даже крошечные создания способны вызывать трепет, демонстрируя невообразимые стратегии выживания после заката солнца. В эту тишину вплетаются звуки трудолюбивого жужжания, когда муравьи, словно дисциплинированные воины, отправляются на поиски пищи. Их организованность поражает. Каждая особь знает свою задачу и шаг за шагом выслеживает добычу, которая позволит подпитать колонию. Пока муравьи строят свою сложную систему транспортировки, пауки начинают плести свои сети. Эти мастера ловушек выбрали для себя место среди листвы и высоких трав, ожидая, когда неосторожная жертва попадется в ловушку. Внезапное движение в воздухе, и вот уже бабочка или моль изо всех сил борется, чтобы освободиться из цепкой паутины, но тщетно. Паук методично подходит, чтобы завершить начатое. Но среди всех этих интригующих действий выделяются богомолы — хищники ночного мира, которые сливаются с окружающей средой, ожидая момент для атаки. Их невозмутимость и скорость поражают. Блестящие глаза улучшают их ночное зрение, они изысканно выбирают подходящий момент, чтобы схватить свою добычу с несравненной ловкостью. Внизу, на уровне земли, жуки-светляки добавляют свою долю в общую атмосферу. Их крошечные тела вспыхивают зелеными и золотыми огоньками, создавая иллюзию маленьких светящихся фар, которые мягко освещают путь. Эти световые сигналы — своего рода код, по которому светляки общаются между собой, привлекая партнеров и обозначая свою территорию. В этом мире, где каждый миг насыщен движением и звуком, насекомые ведут свои ночные битвы и приключения. Их жизнь полна опасностей, но и возможностей, которые природа предоставляет каждому из них. Ночь окутывает саванну, и именно в это время эти крошечные создания раскрывают свои самые удивительные секреты. Они продолжают свою вечную игру выживания, доказывая, что даже в самой глубокой тьме можно найти красоту и разумный порядок природы.